And it goes a little something like How can we love you all summer and after fall? С 1 июня Шанхай официально вышел из локдауна, хотя я бы назвала это смягчением некоторых ограничений локдауна. Начну с того, что с первого дня лета все люди могут свободно выходить на улицу. Людей просто как никогда. Сегодня официально все могут покидать дома. Согласитесь, странно звучит, не так ли? Также открылись все магазины, заведения, офисы, банки, парикмахерские, салоны, рынки, метро и так далее. Правда, если углубиться в детали, во многих заведениях еду можно заказывать только на вынос. В банке вход ограничен по количеству людей, поэтому иногда можно увидеть очереди на улицах. Кстати, в супермаркетах похожие правила. Но есть одно правило, которое объединяет всех. Чтобы куда-то зайти, нужно отсканировать код здоровья, который должен быть зеленым. Это значит, что вы здоровы. Также в этом коде появилась новая деталь. Он показывает, сколько времени прошло с момента последней сдачи ПЦР-теста. А еще, чтобы попасть в супермаркет, нужно показать код, отсканировать код сначала и показать, что ты делал ПЦР-тест в течение последних 48 часов. Если больше, то зайти нельзя. Также у них лимит по количеству человек внутри, поэтому образовалась такая очередь, и там, я не знаю, человек 5-6 ходит в супермаркете, один выходит, второй заходит. Но на моем личном опыте не прям везде его проверяют. Метро, торговые центры, госучреждения обязательно. Остальное когда как. Я, например, пару раз показывала скриншот такого кода. У меня только что получилось скупиться. Правда, у меня был ПЦР 4 или 5 дней назад сделан. Вернее, я сегодня делала, но результата еще нет. Но я показала старый скриншот, и меня пропустили. Так нельзя делать, но мне нужны продукты. А еще я не всегда их сканирую. Ведь при сканировании, скорее всего, в системе хранятся данные, кто и когда посещал данное место. Следовательно, если найдут какой-то положительный случай, то будут проверять всех людей, кто контактировал с заболевшим. Это не точно, но я не рискую оставлять свои данные повсюду. В этот магазин можно зайти просто так. В прошлом видео я рассказывала за такие будки, также их называют киосками. Их расставили по всему городу, и теперь каждый человек вправе сам выбирать, когда, где и как часто ему тестироваться. Но напомню, что попасть в большинство общественных мест вы сможете только при наличии подтверждения в виде кода с даты последнего тестирования. Если уже прошло 4 дня, то могут не пустить. Мы наконец нашли место, где очень маленькая очередь, и можно сделать спокойно тест. Спокойно. За нами уже тоже много людей пришло. Новая реальность жизни Шанхая выпустили, но вот такая вот свобода. Вот сначала нужно сканировать этот код, чтобы появиться в системе, как я поняла. Вот сейчас посмотрим. Сканируют, нажимают там что-то ОК. Код, на котором написано, что я делала последний раз 3 дня назад. Потом нужно этот код дать, чтобы отсканировала вот эта вот женщина. У нее в системе там появляются, не знаю, наши данные, наверное, чтобы было понятно, кто именно сдавал тест. И результат потом приходит в это приложение. Вот такая вот... Даже не знаю, как это назвать. Многие компании уже начали работать офлайн, поэтому и я уже пару раз успела заскочить в свой офис. Правда, пока в основном вся работа остается онлайн. Также добавлю, что для всех, кто покидает Шанхай и едет в другой город Китая, ждет 7-дневный карантин в отеле по месту прибытия. Ведь Шанхай все еще считается опасной зоной. Мы, кстати, наконец смогли добраться в государственную ветклинику, чтобы сделать прививку нашей кошке. Ведь чтобы вылететь из Китая с животным, нужно собрать большой пакет документов и сдать определенные анализы, на которые уходит несколько месяцев. Отнесли нашу кошку, нам заходить нельзя. У нас даже не спросили, кстати, про ПЦР, хотя написано, что бедная, она так боится. Мне нравится кататься по Шанхаю. Сейчас очень классная погода и много свободного времени. Как вы видите, на летних площадках возле заведений можно свободно находиться, пить кофе, кушать и отдыхать.
Мы идем в заведение, которое называется Tacalicious, кушать мексиканскую еду. И смотрите, с виду кажется, что заведение закрыто. Возле дверей стоят столы, но внутри можно увидеть персонал через стекло. Но когда только туда заходишь, сначала подходит официант к тебе, но из-за того, что я уже там сижу, официант тебе подходит. Внутри никого нет, потому что официально, я так поняла, еще нельзя сидеть внутри. Только на летней площадке можно находиться. Посмотрите, сколько много людей на летней. Кстати, интересная ситуация сложилась со всеми известными сетями фастфуда. Сейчас, чтобы заказать мак, нельзя напрямую прийти и заказать. Нужно взять телефон, зайти в приложение, заказать доставку. Адрес доставки я указала, выход из Макдональдса. И все, и так ждать около 30-40 минут, пока приедет доставщик, заберет твой заказ и скажет: вот ваш заказ, типа, кто заказал? Тут очень много людей сидят на лавочках, ждут таким образом свои заказы. А все потому, что, такие правила странные. Оплата должна производиться только через приложение. Просто зайти и взять свой заказ нельзя, потому что там идет шаг за шагом. Сначала приготовят, потом приедет курьер, потом он отдает. Странная система, но, тем не менее, люди заказывают, потому что все хотят покушать. Коротко о Макдональдсе в Китае. Появился какой-то лимитированный бургер, который я решила попробовать, с креветочной котлетой, каким-то соусом, капуста и ананас. Я обычно ем только рыбные здесь, но рыбного не было. Но появился вот такой лимитированный. О, горячая картошка. Не очень вкусная какая-то. Не очень. Не соленая. Положили молоко. Кстати, в Маке не дают трубочки. Не знаю, как в других странах. В Китае уже давно не дают трубочки, потому что они вредят природе. Спустя несколько дней после открытия в некоторых районах снова нашли положительные случаи. И думаю, что если вы уже смотрите не первое мое видео про политику контроля вируса, то знаете, что в таких случаях здания или районы закрывают на проверку или на карантин. На сегодня в Шанхае все еще есть закрытые районы, в которых снова нашли позитивные случаи. Кстати, правила в некоторых местах отличались, ведь у некоторых после того, как нашли заболевшего, закрывали только несколько этажей на долгий карантин, а подъезд им закрывали на 48 часов. Остальные же дома комплекса оставались открытыми. Вот вам, кстати, одна из историй, которая недавно попалась мне в Инстаграм, ведь в китайских медиа она вначале разлетелась, а потом была заблокирована. На видео мужчина стоит с громкоговорителем, пытаясь разгласить ситуацию, с которой столкнулся весь комплекс, в котором он живет. Коротко говоря, после того, как у них нашли один положительный случай, в комплексе закрыли полностью всех. Люди снова оказались заперты, а также лишены возможности работать. Говорят, потом его забрали в участок, но что было дальше, к сожалению, мне неизвестно. Сейчас вся территория окружена заборами, а также надзирателями. В общем, выводы делайте сами. А лучше напишите в комментариях, что думаете насчет данной политики партии. Многие понимают, что вряд ли это все закончится, но у местных, в отличие от иностранцев, нет возможности уехать отсюда. Сейчас вряд ли вы найдете в новостях всю информацию про ситуацию в Китае. Так что, если вам интересна такая рубрика про реальную обстановку в Шанхае, дайте знать в комментариях. Пишите, про что именно хотели бы узнать в следующем видео. А вам спасибо за просмотр, ставьте лайк, подписывайтесь, а мы с вами увидимся в следующих моих видео. Пока!